Привет, дорогие друзья! Наши сегодняшние собеседники – это азовцы. Азовцы, пережившие Еленовку. Вы знаете, очень много есть версий по поводу Еленовки. Вы слышали официальную киевскую версию. И я склонен думать, что Киев врет в 90% случаев. 10% это когда они просто врать уже не получается каким-то образом чисто технически. Я, к примеру, не знаю и не понимаю, ни один я, для чего нужно регулярно вбрасывать дичь, ложь о том, что азовцев там избивают, связывают, они там окровавленные в той Еленовке. Это ложь. То есть вот за это я могу ответить, это ложь, это дичь настоящая. Причем, которую опровергают многие вернувшиеся. Смотрите, насколько вот эти люди, которые сейчас будут в видео, подвержены какому-то давлению, дают ли они это интервью по своей воле или нет, это вам сейчас судить, да? Я знаю. И то, что они рассказывают, по сути, подтверждает то, о чем я сказал в первые там пару минут после обстрела Еленовки. Казинский Дмитрий Александрович, в части 3057 батальона полк Азов. Учился в штатском университете, обычная цивильная должность у меня экономист. С самого начала дня, что ли? Хорошо. День начался согласно распорядку, подъем, построение, прием пищи, все весьма рутинно. Также он и заканчивался. После вечернего приема пищи, построения, мы заняли каждый свои места на койках. Там, у всех были свои, всем было место. Места были подготовлены, матрасы, одеяла, подушки, все было всем роздано. То есть никто ни в чем таком не нуждался. И был отбой, все легли спать, уснули. Это что я помню из того, что я проснулся от сильного взрыва. Дальше помню только фрагментарно. Это пожар сразу же начался. Полетели какие-то горящие с крыши угли, не знаю. Еще посыпался, там что было сверху, короче, с перекрытия. Много криков, не было там света, все было по-темному. И спрыгнул со своей койки без одежды, начал на ощупь пробовать выходить из помещения. Вышел где-то на середину помещения, получается. Я спал, вышел на середину между тем местом, где я спал, и типа выходом. Мне еще кто-то подхватил под руку, короче, и помог еще выйти, потому что я там сильно не был, был дезориентирован фактически. Мне кто-то помог. Вот, и все, и дальше уже мы потихонечку отдалялись от самого барака. Меня вывели уже ближе к воротам территории, типа двора. Администрация снабдила нас перевязочным материалом сразу и водой. Пока, да, и прибежали еще врачи, начали уже более адекватно всех обслуживать, и началась отправка тех, которые нуждаются, критически нуждаются в помощи, уже погрузка на автомобили и отправка уже, я так понимаю, в госпиталь где-то. Ну, а те, кто остались, я включаю, там тоже получается, легко раненые, там, которые не нуждаются в эвакуации на госпиталь, которые могут быть здесь обслужены, то нас уже разместили в безопасное место. И ежедневно над нами происходит контроль со стороны врачей, заходят, перематывают, перевязывают,
раздают медикаменты кому что нужно. Свет был, короче, абсолютно по территории, типа, то есть прожектора стояли, типа, все освещалось. Только после взрыва, ну, после обстрела, этот свет, конечно же, типа, он пропал. Потому что, типа, я так понимаю, светлофоны были сбиты, то есть, типа, ну, это нельзя сказать, что если бы он был, кто-то еще более бы спасся или менее бы спасся. А по поводу света я уточнил, свет был, но после обстрела он пропал. Соответственно, спаслись бы больше или меньше, не могу так сказать, потому что сила взрыва, естественно, она, первых, кто был в эпицентре, там и близко, они уже без шанса тогда были, получается так. Не могу определить, что пролетело, потому что не слышал звука выхода. Я спал и фактически услышал только уже результат взрыва самого. То есть услышал и потом ощутил на себе. Из тех, с кем я общался, они ровно так же не могут определить, что произошло. Это, ну, фактически, ну, и физически это было невозможно, потому что спали 100% личного состава, кроме Дневального, который находился там возле выхода. Он ничего не говорит из того, чтобы я мог озвучить, что сам не понял ничего. Говорят, что когда летит прямо по цели, и вы находитесь там, то вы не слышите, короче, что оно к вам летит прямо. Вы уже, типа, чувствуете результат на себе. Вокруг колонии регулярно происходят выходы и приходы. То есть там говорить, что это каждый день происходит, не могу, но с какой-то периодичностью происходит. И это все объективно, потому что здесь территория, ну, боевых действий. Соответственно, то, что идут залпы и ответы, то есть это понятно и так, что в каком радиусе мне неизвестно, потому что сложно определить сложно определить на слух просто из забора, то есть ничего не видно. Я не могу определить, у меня не хватает опыта. Условия определенно равны, я не скажу, что что-то было лучше. Места больше, ну и в принципе, так скажу, что даже с тем, где мы жили, с тем вмещаемостью помещений, в которых мы жили, администрация удалось, в принципе, объективно расселить всех так, чтобы никто там друг на друге на голове не лежал. То есть условия определенно подобраны было. То, что типа, да, сделали более комфортно, то, что чуть больше места стало. То есть, но в плане лучше или хуже, я бы сказал, что на уровне жаловаться, типа, в принципе, не на что. Подготовлены были в новом бараке места отхожие, то есть санузел, 2 санузла и душевая. Все чисто, аккуратно, то есть можно и было пользоваться, в принципе, без всяких разных. И в том бараке так точно тоже был и санузел, и душевая. Вода тоже была в наличии. Я думаю, чтобы разгрузить общую нагрузку на бараки, в которых мы жили. Именно потому что они рассчитаны на меньшее количество людей. Из-за этого сделали условия более комфортные, я так понимаю. Да. Ребята никто не сетовал, ничего не говорили, не обсуждали, в принципе, переселили люди военные. Переселили, значит, будем здесь жить и обживаться, как бы, типа, то есть никто не сетовал на то, что кто-то переехал, потому что, в принципе, условия созданы, еще раз говорю, условия созданы были весьма комфортные. Насколько это возможно в данной ситуации. Общее настроение пошатнулось немного у тех, которые пережили эту ситуацию, это объективно. Да. Но все же не унывает, радуется, что живы остались. И надеется, что процесс обмена пройдет быстрее и их вернут домой. Абсолютно никакой информации нету. Мы здесь в вакууме находимся. Если они меня увидят, это будет достаточно. Всех люблю,
Помню, целую. Надеюсь, увидимся. Мартынюк Андрей Александрович. Бильбо. Как Бильбо Бэггинс из фильма. Ну да, после фильма. Не, я был в крайнем бараке, то есть самый дальний. Слышал выходы, слышал приходы. Ну, в общем, ничего нового. Каждый день. Как вылеты, так и приходы каждый день. После Азовстали такие мысли, ну, как-то и не приходят. Это уже привычка. Привычка, что может прилететь. То есть об этом не думается. Я бы сказал, угнетены. Ну, наверное, угнетены. Но вообще-то держатся, там мы же военные. Упали. Я бы не сказал, упали духом. Но смятение может есть. И нашим невыгодно. Поэтому еще она прилетела, кто его знает. Наверное, надо как-то расследование проводить. Потому что информации нет, и делать выводы невозможно. 5 лет. Азов хотел построить какие-то новые вооруженные силы, быть примером. Мне эта идея понравилась. Быть примером для ЗСУ. Нет, у меня нет. Капитан. Национальный университет Львовская политехника. В Азове командир взвода охраны. Ну, тогда придется спрашивать у Зеленского. Ну и все-таки у нас демократическая традиция существует, мы можем спрашивать у президента. Но я думаю, он никуда не денется. Ну, помогите нам выйти. Времени мало. Значит, может, вы нам посодействуете, чтобы мы нам скорее вернулись. Аристархов Артем Максимович. Служил в городе Мариуполь в части 3057 Азов, посада солдат. Более боевое подразделение в Украине, хорошие перспективы, хорошее обучение многим тактическим знаниям и прочему другому, там все на более высоком уровне. Произошло все, то есть у нас был отбой в 11 ночи. Я уже спал к этому времени, точнее дремал. Резко открываю глаза, где-то 11 с чем-то уже. Все в дыму, все в искрах. У меня руку обожгло все. А товарища надо мной осколками посекло. Полностью все горело. Мы начали выносить раненых, выбегать оттуда. То есть попал какой-то снаряд. Как говорят, их было 2, но я слышал только 1, от которого все уже начало все гореть. У нас была договоренность, чтобы люди комфортно засыпали. У нас в пол-11 или в 11 включался свет. То есть полностью на этом, чтобы все могли уснуть. И вот уже это все в темноте было. То есть на момент, когда это случилось, мы выбегали, у нас освещал только огонь. Все. Паника больше была раненых вынести. Вот в этом паника. И я не знаю, кем было принято решение, я когда уже выбегал оттуда, уже забор был сломан, и, то есть, мы выбегали туда под забор, и сотрудники уже нам давали помощь. Осколки, скорее всего, от 120-го калибра. Вот. В основном, там были, я не знаю, сильно много этих было раненых осколками. То есть, возможно, было и 2 прилета, как говорят, потому что от одной, я думаю, вряд ли столько было бы. То же самое склоняется, либо что прилетел снаряд 152, потому что он более большой калибр, либо 120. Вот. Некоторые слышали какой-то свист, некоторые нет. Я лично не слышал. Многие говорят, как я слышал, что тут постоянно идут боевые действия где-то рядом, и чтобы был выход до этого с этой стороны откуда-то далеко. С посадки. И потом, как, наверное, может быть, и наши ответили, может и нет.
Мы же этого не знаем, но предполагаем, что может быть другой исход. Мы над этим думали, да. Ну, потому что и самолеты тут, когда пролетают и все прочее, оно как бы страшно, что оно сюда прилетит. А вокруг были какие-то прилеты, да. То есть, ну, регулярно, можно сказать, в неделю, если взять такой подсчет, то прилетов, может, 5 где-то рядом вот так вот были. Ну, какое, лечимся, нас перевязывают почти каждый день. Ну, держимся. Что? Очень переживаем за наших, тех, кто в больнице сейчас тяжелые раненые. Вот. Непонятно, что с ними. Ну и много потерь было в ту ночь. Я скажу так, что с первого дня, как я тут, когда мы слышали вот эти все взрывы, оно и так было страшно, что оно прилетит рано или поздно. Но в итоге вот прилетело. Мне наоборот нравилось в прошлом бараке, где я был. Ну, по удобствам и прочему. То есть там, где мы были на прошлых бараках, там кровати, ну, короче, более как-то цивилизованно все. А новый барак, он, во-первых, не обустроен был. Вот, а я же говорю про это, что минимально было на этот. То есть санузел там был минимальный, а там, где мы были на бараке, мы более обустроили его уже лучше. Ну, мы не знаем, зачем нас туда на самом деле заволокли, то есть сколько нас там было, 192 человека, и мы не знали, куда нас на этап, на обмен, почему нас отдельно поселили. То есть у нас были только догадки, нам же никто ничего не говорит. У меня в основном пиратская тематика и скандинавские руны, то есть такое, ну, свастик нацистского такого нет ничего. Ну, потому что это более как многие азовцы, у них вера язычников, то есть более воинственные, поэтому, собственно, туда и идут. Был на войне, поменялись взгляды и поменялась вера. Православный христианин. Я читаю и Библию, Новый Завет у нас есть, и как бы переосмыслил многое за войну. Самое простое, что, например, в христианстве надо любить ближнего и пытаться жить в мире со всеми, а у язычников, например, самое главное правило – это погибнуть в бою, то есть, ну, это почетная смерть, как бы считается у них. И отсюда вот и идет вся эта как бы агрессия викингов. Вот. Ну, можно так сказать. Я столько раз был на волоске от смерти, что поэтому я и поверил в Бога, что неспроста он меня отводил от смерти. Ну, я могу вам сказать, что самый страшный день был это вот в этом бараке. Что когда вот мы более тут чувствуем себя в безопасности, более расслабленные, там только кушаем, гуляем, и тут такое внезапно происходит. А на войне ты как бы постоянно в этом, ну, каждый день наготове, каждый день в таком стрессовом состоянии. Говорилось, да, об этом, что как бы немного неправильно все спланировано, что оказались в кольце и прочее. Ну, что да, что было лучше бы отступить к Запорожью, когда была возможность. Но как случилось, так и случилось. Это же высшее руководство командовало, мы не знаем, почему так и как так. Ну, это выбор каждого, я считаю, что и в ДНР можно остаться, и в России. То есть, ну, как сказать, мы не осуждаем таких людей, то есть у каждого свой выбор в этой жизни. И, ну, у меня душа и вообще жизнь лежит в Украине, поэтому я хочу вернуться в Украину и жить в Украине. У него, как я понял, у него пароль или что-то такое стояло из трехзначных чисел, и начиная с начала войны в Мариуполе эти два числа совпали, и у него, короче, были ранения очень близкие от потери жизни. То есть первое там что-то снайпер прошла каска у него, второе бомба упала рядом с ним, то есть тоже чудом выжил. И третье, это вот 29 числа вот в этом бараке у него посекло осколками, один осколок остался прямо возле сердца, можно так сказать. Ну, тут вытащили, все нормально, живой. Везучий. Да я тут много читал литературы. И Гарри Поттер тут есть, и Ведьмак есть, и прочие другие интересные книги. Даже те же книжки по всемирной истории. То есть за 6 классы, за 10 ты читаешь их и удивляешься. И на украинском языке есть, и на русском. Ну, то есть разнообразия хватает. Там больше общеобразовательные, то есть про Древний Египет, Рим, то есть для общего обозрения интересно перечитать. Когда-то мы там изучали, оно все забылось уже, а сейчас более со свежими мозгами перечесть, это очень интересно.
Украине у меня, ну, вся семья, моя мама, жена, бабушки, дедушки, сестры.